Тэхён, которого многие фанаты называют ТТ, а также известного под псевдонимом Ви, выбрал свое сценическое имя благодаря английскому слову «victory», что означает «победа». Он решил взять первую букву слова, создав лаконичный псевдоним, символизирующий успех и триумф. Тэхён родился 30 декабря 1995 года в городе Тэгу, Южная Корея. Это один из крупнейших городов страны, известный своими культурными традициями и теплым климатом. Его детство прошло в сельской местности, недалеко от Тэгу, где он вырос в семье фермеров. В семье Тэхён является старшим ребенком. У него есть младший брат и младшая сестра, с которыми он всегда поддерживает близкие отношения. Несмотря на трудности, связанные с жизнью в сельской местности, семья Тэхёна обеспечила ему любовь и поддержку, которые помогли ему сформироваться как личности. Образование Тэхён получил в Корейской школе искусств, которую окончил в 2014 году. Он мечтал о музыкальной карьере с юного возраста, и именно поэтому выбрал это учебное заведение. Во время обучения он развивал свои вокальные способности и изучал основы актерского мастерства. После школы он поступил в глобальный киберуниверситет, где изучал вещательные и развлекательные искусства. Такой выбор помог ему не только укрепить свои знания, но и подготовиться к карьере в индустрии развлечений. Тэхён стал известным благодаря участию в бойс-бенде BTS, который дебютировал в 2013 году под руководством компании Big Hit Entertainment. Однако интересный факт заключается в том, что его участие в группе держалось в секрете до последнего момента. Официально он был представлен как участник группы только незадолго до дебюта. Его уникальный голос с глубоким тембром и выразительная харизма быстро привлекли внимание фанатов и критиков. Помимо вокала, он также участвует в создании песен и выступает на сцене с выдающейся уверенностью. Одна из его сольных песен «Singularity» стала настоящим хитом, подчеркнув его артистизм и способность передавать эмоции через музыку. Так, благодаря своей упорной работе, таланту и харизме, Тэхён завоевал сердце миллионов поклонников по всему миру, став одной из самых ярких звезд современной музыкальной сцены. Ви также попробовал себя в актерстве, сыграв одну из ролей в исторической дораме «Хваран. Начало», которая транслировалась с 2016 до 2017 года. Его актерский дебют был тепло принят как зрителями, так и критиками, отметившими его харизму и естественность в кадре. Этот проект стал для Тэхёна важным шагом за пределами музыкальной сцены, продемонстрировав его многогранный талант. Ви неоднократно признавался одним из самых красивых мужчин в мире. Он стабильно занимает верхние строчки в различных международных рейтингах красоты, что лишний раз подчеркивает его уникальный внешний вид и природную привлекательность. На данный момент Тэхён официально не подтверждал наличие девушки. Его личная жизнь всегда была под пристальным вниманием фанатов и СМИ, но сам Тэхён предпочитает держать эту сферу в секрете. Компания Big Hit Entertainment, как и другие корейские агентства, старается защищать личную жизнь своих артистов, чтобы избежать слухов и сплетен. Кроме того, в BTS есть негласное правило уделять максимум внимания карьере и группе, а не личным отношениям. Хотя иногда появляются слухи о возможных романтических связях Тэхёна, он сам всегда подчеркивал, что его главное увлечение – это музыка, искусство и забота о своих фанатах. Тэхён часто говорит, что для него ARMY, то есть фанаты BTS, это его главная любовь, и он старается радовать их своим творчеством. Так что на данный момент можно считать, что его сердце свободно. Или же он просто мастерски оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.
И давайте перейдем к очень интересной теме касательно Тэхёна. Это то, что он любит и чего он не любит, а также несколько удивительных фактов, которые, возможно, вас порадуют. Тэхён – человек с уникальными увлечениями и вкусами, которые делают его еще более интересным в глазах поклонников. Давайте узнаем, что же он действительно любит. Он обожает джаз. Представьте его в наушниках, где звучит мелодичный голос Курта Эллинга, а сам Ви закрывает глаза и погружается в мир музыки. Это именно его стихия. Тэхён – фанат классической музыки. Не удивляйтесь, если он неожиданно захочет сыграть что-то на скрипке или на пианино. Он точно знает толк в красоте. Он любит фотографировать все, что его вдохновляет. Цветы, небо, здания, еда – все это становится частью его личной коллекции. А свои работы он публикует под именем Ванте, чтобы немного запутать фанатов. Собаки – это его слабость. Еще бы, у него есть песик по имени Янтан, который явно знает, что быть питомцем Тэхёна – это круто. Мясо – это его абсолютный фаворит в еде. Особенно корейское барбекю, где можно наслаждаться вкусом и компанией одновременно. Тэхён явно знает, что еда – это искусство. Он любит моду и эксперименты с одеждой. Каждый раз, появляясь на публике, он выглядит так, будто сошел со страницы модного журнала. Секрет? Смелость и чувство стиля. Семья для него самое важное. Он часто вспоминает детство, говорит о родителях и младших брате и сестре с теплотой. Для него они его мир. Тэхён обожает большие мягкие игрушки. В его мире они не просто украшения, а источник тепла и уюта. И, конечно, Тэхён любит своих фанатов. Он постоянно старается быть ближе к ним, радует своими работами и всегда благодарит за поддержку. Вот такой он, наш ТТ, настоящий источник вдохновения и радости. Теперь давайте поговорим о том, что он не любит и что может его напугать. Тэхён терпеть не может насекомых. Представьте, как он внезапно замечает жука на столе, подпрыгивает и зовет на помощь. Кто бы мог подумать, что этот уверенный артист боится таких мелочей? Грязь – его заклятый враг. Он всегда старается держать все в чистоте и порядке. Если что-то липкое или жирное попадает на его руки, это вызовет у него дискомфорт. Тэхён не любит шум и суету, особенно когда хочет сосредоточиться. Если вы начнете громко разговаривать рядом с ним, он, скорее всего, покажет, что это ему не нравится. Он боится привидений. Мысль о том, что где-то может быть что-то потустороннее, заставляет его нервничать. Поэтому он избегает смотреть ужастики в одиночку. Беспорядок – еще одна вещь, которая ему не по душе. Все должно быть на своем месте, иначе у него возникает ощущение, что что-то идет не так. Тэхён не переносит несправедливости. Если кто-то обижает слабого или поступает нечестно, он не сможет остаться равнодушным. Еще одна его большая слабость – страх потерять близких. Семья и друзья для него – это святое, и он готов сделать все, чтобы защитить их. Эти страхи и антипатии делают Тэхёна еще более человечным и близким для поклонников. Ну а теперь давайте узнаем, какие у него привычки, которые вызывают улыбку у его фанатов. Тэхён часто грызет ногти. Это случается, когда он волнуется или глубоко о чем-то задумывается. Он любит трогать все, что кажется ему мягким или уютным. Это могут быть игрушки,
ткани или даже пушистые хвосты собак. Его руки будто сами тянутся к комфорту. Он обожает ходить босиком. Если есть возможность снять обувь, он делает это без раздумий. Для него это способ почувствовать себя ближе к природе. У него есть забавная привычка говорить «ну, мам» в неожиданных ситуациях. Фанаты считают, что это одно из самых милых его выражений. Тэхён часто открывает рот, когда сосредоточен или увлечен процессом. Иногда он выглядит настолько погруженным, что это вызывает улыбку. Еще одна его привычка – забывать мелкие вещи. Он может долго искать телефон, который лежит прямо перед ним. Тэхён любит сидеть в самых необычных позах. Его гибкость и умение устраиваться комфортно даже в самых странных положениях порой поражают. Когда он улыбается, его глаза слегка прищуриваются. Эта улыбка Ви давно стала визитной карточкой Тэхёна. Вот такие привычки делают его еще более очаровательным и уникальным. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно узнать больше о жизни, привычках и особенностях Тэхёна. Следите за его творчеством, поддерживайте его и до новых встреч!